Всем привет! Сегодня я расскажу, как можно приготовить желейные конфеты, очень похожие на те, которые продают в магазинах в пачках. Готовятся такие конфетки очень просто. Нам понадобится любой напиток. Я буду готовить 3 вида, поэтому я взяла 3 разных сока. Сок, компот, лимонад, все, что подходит. На одну партию одного цвета нам нужно 200 мл любого напитка. Я взяла вишневый сок, он будет красным. Желатин, у меня 3 пачки. 90 грамм всего. Сахар, это только по вкусу. Весь желатин высыпаем сразу в одну посуду. Я беру сотейник. В дальнейшем он нам сразу же и пригодится. Заливаем соком. Все хорошенечко перемешиваем. И оставляем набухать примерно полчаса. Желатин у нас набух. Вот такой он прям плотный-плотный. Видите, какой становится. Теперь мы его отправляем на огонь. И нагреваем до того момента, когда желатин растает. На маленьком огне все время помешиваем. Ни в коем случае он не должен не закипеть. Ничего такого. Просто немножко разогреться, чтобы желатин растаял. Просто стал жидким. Все. Как только желатин растаял, вот он просто тепленький стал, можете попробовать и при необходимости добавить сахар. Это все просто по вкусу, чтобы вам нравилось. Сахар растворяем, огонь выключаем. И сразу же разливаем по формочкам. Пока желе еще вот такое горячее и тягучее. У меня вот такие формочки, я буду делать именно желейных мишек. Вот я взяла 2. Кстати, они совсем разные. Я заказывала на 2 разных сайтах, вернее на Алиэкспресс у 2 разных продавцов. Вот эта формочка хорошая, такая плотная, а эта тоненькая вообще, ерундовая. Но я оставлю ссылочки, кому интересно, можете посмотреть. Я буду использовать пипеточку, специально к формочкам прилагается. Так просто удобно. Можете воспользоваться обычным шприцем. Заполняем формочки. Все, готовые конфетки мы отправляем в холодильник до полного застывания. Вот такие маленькие, они быстренько застынут. Если у вас нет таких формочек, как у меня, вот таких мишек, вы можете воспользоваться любой формой для льда, для конфет. Или из-под конфет есть такие формочки. Можно даже просто в какой-нибудь плоский лоток налить, а потом, когда застынут, их нарезать на кусочки. Там ничего сложного нету. Следующую партию мы готовим точно так же, как и первую. Еще 3 пачки желатина и 200 мл напитка. Кстати, если кто-то будет готовить точно так же с лимонадом, не забудьте его налить предварительно. И немножко вот я так поболтыхала, чтобы газы все вышли. Также заливаем, вставляем набухать, нагреваем и разливаем по мисочкам, по формочкам. Первая партия у меня уже готова. Можно мишек доставать. Вот так они легко выпрыгивают. Конфетки у меня готовы. Вот такие они красивые получаются. Вот такие квадратные я сделала с помощью коробки из-под конфет. Форма оставалась. Вот попробую показать. Вот я не знаю, как камера передает. Они вот такие получаются. То есть это прям жевательный мармелад, как обычно в магазинах в упаковочках. Он очень упругий и пружинистый. То есть действительно такой прям именно жевательный. Вот попробую вот так показать. Видите, с ним ничего не делается. Его я обычно перекладываю в пакет и храню в холодильнике. Но в принципе они абсолютно не боятся температуры. То есть его можно вот так вот в тарелочке спокойно оставить. Он у вас не растает, с ним ничего не случится. Он прям такой тягучий, я не знаю, даже вот порвать сложно. Прям с большим усилием.
Именно такой пружинистый, упругий. Ну, прикольные конфеты. Я уверена, вам тоже понравится, если приготовите. Причем не только детям, это и взрослым понравится. И это очень полезно, не только вкусно, не только красиво. Получается очень интересно. Вот не знаю, как насколько видно. Вот у медведя и лапки тут все пропечаталось, то есть все видно. Очень хорошо прорисовывается, то есть форма прям полностью сохраняется. Попробуйте сами. Надеюсь, вам тоже все понравится. Побалуйте себя и своих деток. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.